читаю комментарии своих подписчиков. И почти под каждым комментарием вижу, как за черными буковками скрываются их желания. Хочу славы, хочу власти, хочу много денег. А потом приходит старость, а за ней смерти. Пух! Ни власти, ни славы, ни денег. Ничего. А другая категория комментариев. Хочу паранормальные способности. Хочу бессмертия. Хочу быть Богом. Или нет, подождите, я уже все знаю, я уже Бог. Ом, и ничего не происходит. А я сегодня хочу поговорить о самом важном. О том, что стоит за всеми практиками, за всеми молитвами, за всеми медитациями и за всеми человеческими желаниями. О том, что либо может спасти нашу душу, либо ее уничтожить. Окончательно. И это не какой-то там дьявол из сказок, а это ваш собственный выбор. Каждый день, каждый час. В мире нет ни греха, ни вины. Все люди на земле достойны счастья, свободы, любви. Перед Богом все равны. Душа каждого человека по своей природе изначально чиста. Никто не приходит в этот мир проклятым или недостойным. Каждый человек по-своему это драгоценность. Для своих мамы и папы, бабушек и дедушек, для своих любимых. Жизнь каждого человека бесценна, и у каждого есть своя звезда. Своя звезда на карте судьбы и свое уникальное предназначение. И стремление найти его, следовать ему – это и есть высшее духовное достижение. Не уход в пещеру от мира, не отречение, а нахождение своего поля битвы и служение. Но не все мы это понимаем. И вот здесь путь каждого из нас разделяется, и есть беспощадная жестокая правда. Для души человека не имеет никакого значения ни социальный статус, ни счет в банке, ни одобрение толпы. Ничего из этого. Все это просто пыль. И этими вещами мы не накормим свою вечную суть. И ничего из этого не принесет нам вечного удовлетворения или радости. Потому что душу может накормить только одно. Это безусловное и бескорыстное служение. Служение Богу, высшему смыслу, высшему закону, истине, любви. Служение своему народу, своим близким, своему собственному делу. Ведь только это приносит душе истинное, глубинное внутреннее удовлетворение. Ту радость, ради которой мы все и живем. Действия, в которых мы радуемся от того, что мы делаем, а не от каких-то там результатов или одобрения толпы. Действия, которые приносят нам внутреннее удовлетворение от того, что мы вообще что-то делаем. И тогда возникает вопрос, а что же тогда убивает душу? На самом деле есть вовсе не одна, а две смерти человека. Одна из них материальная, ту, которую мы все знаем. А вот про смерть духовную знают немногие. И мало кто ее страшится, потому что он ее не понимает. Но незнание не освобождает от ответственности. Первая смерть приходит от активного зла.
От корысти, похоти, разврата, от стремления использовать мир и людей в своих собственных интересах. И это путь бесконечных перерождений в колесе страданий, боли, болезней и смерти. Человек застревает в этом мире эксплуатации и снова наступая на одни и те же грабли. Алчность, тщеславие, злоба, агрессия, страхи. И это ад. Это ад, растянутый во времени. Но есть и другая, вторая смерть. Смерть духовная. И она гораздо страшнее, даже если вы ее не понимаете. И она приходит от пассивности, от безразличия, от того, что вы говорите: «Моя жизнь ничего не значит, я ничего не могу». И это не мои проблемы, это не моя забота. И от всего, что в этом мире находится, я отрекаюсь, потому что я хочу покоя. И это отказ от своего собственного долга. Это отказ от своего собственного предназначения и от своей собственной жизни. И что же происходит с такой душой? Она деградирует. Она просто растворяется. Ее поглощает безбрежное, безличное, божественное сияние. Она зависает в зоне вечного покоя, бездействия, равнодушия. Она как та капля, которая падает в океан и перестает в нем существовать. Ее индивидуальность, ее воля, ее огонь гаснут. И это вовсе никакое не спасение. Это полная аннигиляция. Это полное и окончательное самоубийство духа. Наши предки не были дураками. И они говорили: остерегайтесь бесов. Ведь главные бесы – это не бесы с рогами, а те бесы, которые находятся внутри нас. Это бес корысти, похоти, разврата. И самый коварный бес – это бес отречения. Бес, который шепчет: не делай ничего. Зачем стараться? Ведь все абсолютно бессмысленно. Так как же жить? Как жить, когда вокруг тебя пьют ядовитую воду? Пьют ядовитую воду из колодца. А ответ очень простой. Нужно просто вырыть свой колодец. Свой колодец с чистой водой и пить только чистую воду. Потому что даже незначительное усилие в служении своей семье, делу, людям спасает не только душу. Оно вырывает нас не только из ада бесконечных желаний или кошмара вечного небытия, но и спасает от бессмысленности. Жизнь человека на самом деле – это акт служения. Потому что на самом деле мы служим каждое мгновение своего времени. И вопрос только кому? Своему собственному эго, алчности, тщеславию, своим собственным страхам? Или все-таки мы служим нечто божественному, высшему смыслу? Понимание этого дает многое. Ведь на самом деле никогда не поздно стать настоящим человеком. Ведь настоящий человек – это прежде всего человечность, а уже потом все остальное. И никогда не поздно осознать, что вы достойны, вы ценны. Вы такой же, как и все. И что ваша жизнь, так же, как жизнь всех окружающих вас людей, имеет значение. И все мы здесь не просто так. Несложно найти свое призвание в жизни, свое собственное предназначение и служить.
служить миру в своих собственных поступках и действиях, в том, что вы можете делать лучше всего, в том, где вы можете проявить свои таланты. Несложно объявить войну своей собственной лени и пассивности. Не завтра, а прямо сегодня, прямо сейчас. Сделать одно маленькое дело на пути к цели, на пути к чему-то доброму и созидательному. Помочь одному человеку не за что-то, а просто так. Или помочь себе, в конце концов. Сместить фокус своего восприятия и делать любое, абсолютно любое дело не для каких-то там результатов, а как подношение, как молитву в действии. Мыть пол, мыть посуду, писать стихи, музыку, что-то делать своими руками, да готовить еду в конце концов, но с любовью, с радостью и безупречно. Потому что человек на самом деле это проводник. Проводник божественной воли, любви и радости, а не чего-то другого. Каждый человек – это тот, через которого льется этот божественный свет и проявляется в этом мире не как какая-то слепящая пустота, а как теплый и животворящий огонь в очаге, как свет в окне, как помощь протянутой руки. Каждый человек при своем рождении получает частичку этого божественного света. И от того, как он им распорядится, зависит все его дальнейшее существование. Потому что кто-то вспыхнет своим сознанием, как яркая звезда, и перед ним откроются новые, бесконечные миры этой вселенной. А кто-то сгорит в огне своей собственной алчности, тщеславия и гнева. Не божественного гнева, а своего собственного. А кто-то просто растворится, но уже в его божественном сиянии. В мире нет ни греха, ни вины. Все люди достойны счастья, свободы, любви. Перед Богом все люди равны. Жизнь каждого человека ценна и имеет значение. У каждого есть своя судьба и предназначение. Стремиться в жизни к цели, найти свое призвание и предназначение – это высшее духовное достижение. Ни социальный статус, ни материальные блага для души человека не имеют никакого значения. Только безусловное и бескорыстное служение Богу и своему народу приносит душе истинное удовлетворение. Даже незначительное усилие в служении семье, народу и Богу не бывает напрасным. Жизнь, наполненная смыслом, всегда прекрасна.